Вот это район Кюрпинар, Белик-Дюзю находится. Один из районов Белик-Дюзю. В самом Белик-Дюзю население около 200 тысяч. Поэтому он поделен на несколько маленьких районов. Подрайонов. И вот Гюрпинар, один из них, он ближе к морю из всех. С него можно выйти на набережную. Вот сейчас, если дойду до набережной, сначала покажу вам. Сегодня суббота, сегодня вышли из дома, хотели съездить в центр, а все закрыто. Комендантский час, суббота-воскресенье. Ну, это мы знали, что суббота-воскресенье, но последние субботы отменен был. Можно было передвигаться, все открыто было. А сейчас смотрите, как мало людей на улице. Все закрыто. Поэтому смысла в центр ехать нету. Вот салон красоты тоже закрытый. В каждом районе, как известно, раз в неделю базар бывает. Там люди продают овощи, фрукты, всякую мелочевку. И вот здесь в Гюрпинаре тоже бывает по пятницам. Вот эти вот столы, это вот для этого пятничного базара. Другие дни они вот так стоят. А в пятницу здесь перекрывают дорогу вот эту. Полностью перекрывают, и здесь все закрыто. Ставят, пешеходные останавливают, ставят вот эти столы и торгуют. Здесь можно недорого яблоки, виноград всякие, эти фрукты, овощи купить. Ну и носки, мелочь, вот такой, носки, нитки, там, футболки. Все, что для дома надо, там некоторые мелочи. Вот сегодня суббота, закрыт магазин, а все стоит на улице. Как они не переживают насчет этого, что унесут, не знаю. Вот за углом пекарня. Всякие эти офисы. Вот с такими желтыми объявлениями этот риэлторы здесь работают. Вот смотрите. Квартиры. Сатылык продажи, киралык это аренда. Вот цены. Вообще вот здесь стандартный набор каждого района в Стамбуле. Наличие магазинов вот для домашних животных, парикмахерская, потом какой-то ремонт чего-то и риэлтора. Вот стандартный набор такие везде есть, в каждом квартале. Здесь в Гюрпинаре невысокая застройка домов. 5, 6, максимум 9 этажей. Вот новый дом построили, продаются квартиры по 400 тысяч лир, 2+1. Вот этот вот башня, это ресторан. Вообще контингент здесь населения, в основном старики, если сравнивать с другими районами, с Авджуларом, туда ближе к Фатиху, там больше молодежи, чем здесь. Здесь в основном старики. Тихий район такой, спокойный. Все есть, все, что надо. Вот такие красоты. Ближе к морю есть такая улица. Она вся застроена двухэтажными виллами. Старыми двухэтажными виллами. И здесь людей почти нет вообще. Мало, вот так 1-2, даже в будни, на выходные здесь мало людей ходит. Мне эта улица очень нравится. Здесь дома такие двухэтажные, под тип. В Лондоне такие дома же стоят.
вот такие узкие, плотно стоящие друг к другу. Вот здесь типа такого. С отдельным входом, двухэтажные, плотно стоящие друг к другу виллы. Смотрите, какой вид шикарный. Буквально чуть от Миркеза отошли, Гурпинари, вот смотрите, уже море видно. Вот эти двухэтажные виллы, вот объявление продается висит. Они и в аренду сдаются иногда на лето. Смотрите, какой вид. Тема. Это Мраморное море. А вон там вдали, там Бюйүк-Чакмедже, другой район. Еще дальше получается. Смотрите, красота. Вот берег Дузю, он находится выше уровня моря намного. На холме находится. Вот видите, набережная внизу, туда, чтобы спускаться, надо по лестнице долго идти, спускаться. Ну и подниматься, соответственно. А Фатих, вот эти районы, они все на уровне моря. Там, когда выходишь к морю, по прямой идешь, а здесь надо спускаться. Вот эти виллы какие на берегу. Представляете, вид какой оттуда. Вот ближе к морю. Только такая застройка. Идут частные дома, виллы. 2-3 этажа. И они ступенькой расположены. Поэтому никто никому вид не закрывает. И море, смотрите, да? Здесь в таком доме жить, каждый день такой вид из окна. Еще на террасу выходишь, да, в халатике с чаем. С свежей газетой. Смотрите, какие классные дома. Вот это их территория. Вот кошка спит обязательно. Ели, и с той стороны вид на море. О, шикарно. Вот такая улица. Мечеть рядом. Вот старые дома. Здесь много, кстати, брошенных вилл. Потому что я так думаю, во время землетрясения дома, видать, трещины дали, люди их побросали. Ну, может быть, законсервировали, но вот видите, смотрите, брошенные участки. А вид здесь такой роскошный, я думаю, здесь, наверное, земля тоже недешево стоит. Законсервировали, наверное, эти участки. Ждут своего покупателя. Вот так закрывают дома. Окна заколачивают. А рядом вот жилой дом. Вот так и оставляют дома. Вот, смотрите, брошенный дом. Неухоженный. Может, кто-то и живет, хотя навряд ли, он все грязный. Смотрите, как уютно здесь. 2 этажа с видом на море. И вот здесь калитку поставить, вот это все помыть, вот эти все окна поменять. И будет вид, вон, смотрите какой. Во. Чего он заброшенный? Здесь можно даже и в таких условиях жить и радоваться. С таким видом. О, вот, смотрите. Тема. Вот на уровень ниже спустились к морю. Вот так здесь. Куры гуляют. Кто-то хозяйство держит, кто-то собак держит, кто-то рыбачит. Вот рыбакам здесь был бы классно, да? Из дома вышел, каждый день рыбачишь себе. Еще таких нехилых рыб ловишь. Какую-нибудь старую лодочку купить. А
Оказывается, вот этот Бьюк-Чекмедже, это вот этот район. А вот это уже Силиври. В 19 году здесь было это землетрясение в Силиври. Силиври, да, называется? Силиври, да, было землетрясение. Что здесь даже чувствовалось. Люди на улице ночевали, Бейли-Дюзю. Ну, это проблема всего Стамбула, так что не только Бейли-Дюзю. Здесь в таких бытовых магазинах, где мелочи продают, везде продают такие раскладные стулья. Удобные такие, собираются они в такую трубу. Ее можно на плечо закинуть и ходить. И вот здесь люди вот так с такими стульями приходят и сидят, любуются, пьют чай из термоса. Вот дошли до набережной почти. Спускаться не стали, потому что там ступенек где-то 200 на 300 ступенек вверх-вниз. Поэтому отсюда смотрите, как красота. Сейчас вот комендантский час, и поэтому пустой берег. А так суббота-воскресенье в обычные дни здесь вот вся вот эта парковка. Все битком забито людьми, семьями приезжают там на пикники, кафешки полные, купаются летом все. Здесь летом красота. Хоть и сейчас зелено, но летом здесь еще зеленее. Смотрите, какая красота. Вот Бейли-Дюзю, он не туристический, поэтому здесь семьями отдыхают. Туристов нету. Здесь все местные только собираются. Туристов мало. Поэтому вот эти площадки, все заняты местными. Но сейчас в Эсенюрте уже не дают. Поэтому, возможно, здесь в этом году будет много туристов. Ну разве не прекрасно вот такие дома с видом на море? Здесь у каждого есть балкон на крыше. Они еще вот здесь столики ставят палисадики. Вот дома на Мраморном море в районе Гюрпинар. Красота, да? Вот так коттеджные городки забором огораживают, охранники сидят, видеонаблюдение. Сюда только по пропускам заехать можно. А есть виллы частные, а вот это вот объединены в какой-то кооператив. И вот их огородили забором, у них там свое все, короче, микроклимат там свой. Так, вот реклама. Это эти комби. Все, что связано с отоплением, короче. Рекламирует установка, монтаж, демонтаж. Диван кто-то выкинул. Вот такие улицы, миленькие улицы. Здесь турки вообще любят мебель. И вот чуть-чуть состарилась, они ее выкидывают, новую покупают. Объявление по продаже виллы. Можете прямо сейчас написать на WhatsApp.
Или вот сюда, вот смотрите, еще 2 новых объявления. Продается. Не знаю насчет аренды, но продажа идет. Вот такие вот кооперативы. Мини-городки из вилл. Сохраны. Совсем. Но без машины здесь тяжело будет жить. Здесь я не говорю про метро, до которого здесь километров 20. 15-20. Ну, автобусы здесь слабо ходят. Поэтому здесь жить только с машиной, имея машину. Это та улица, про которую я говорил, которая мне нравится. С двухэтажными домами. Мы опять сюда вернулись. Очелье. Такой семейный район. Тихий, спокойный. Школы здесь недалеко. Начальные, средние. Лицей отсюда далеко, а вот начальные и средние школы здесь есть. Вот эти мусорщики, это уже как символ Стамбула. Они вот с этими мешками ходят по урнам, сортируют его. Детские площадки тоже много таких. Не возле каждых домов, но на пару кварталов такой один есть. О, нифига, она тоже ебанжи не любит. Опа, испугалась. Она, по-моему, глухомань. Плохо слышит. Не знаю насчет других районов. Я там не жил. Здесь 1,5 года жил. Поэтому вот много новых домов вижу, что строят. Либо пустыри застраивают, либо старые дома сносят и строят новые. Строят быстро. За полгода могут дом построить уже полностью. Средняя школа, про которую говорил. Это, наверное, средняя, не начальная. Хотя, может, и начальная, не знаю. Неохота туда идти, смотреть. На старости лет здесь, я думаю, хорошо жить. Бейликдюзю чем хорош, здесь не такая прям тесная застройка. Поэтому здесь на несколько домов строят детские площадки, парки небольшие. А вот в тех районах старых, там Фатих, другие, не знаю насчет других, в Эсенюрте в некоторых районах, там такого нету. Там дети прямо вот возле домов играют, на таком вот узком тротуаре сидят, играют на таких дорогах проезжих. Просторные улицы, просторные участки возле домов. Вот смотрите, обычный подъезд. Обычный старый 5-этажный дом. Вот такой подъезд. В общем, Гурпинар такой не туристический, тихий, спокойный район. Но Бейликдюзю не весь такой. Есть Бейликдюзю там ближе к трассе, к метробусу, там поживее район. Там больше движника, так сказать. А здесь умиротворение. Вот застройка какая.